тот день рейнджеры заповедника ожидали чего угодно: сломанных ограждений, следов браконьеров, раненого зверя или туристов, забредших туда, куда вход был запрещен. Но они точно не ожидали увидеть жирафа, который каким-то невероятным образом оказался на дереве. Сначала это даже показалось смешным. На фоне огромной акации виднелась длинная пятнистая шея, вытянутая между ветвей, а само животное будто вцепилось в ствол всем телом и отказывалось отпускать. Один из смотрителей, Томпсон, несколько секунд молча смотрел на это зрелище, затем протер глаза ладонью, словно надеялся, что странная картина исчезнет. Но жираф не исчез. Он неподвижно висел среди ветвей, а его голова тревожно поворачивалась из стороны в сторону. «Я за 20 лет здесь видел многое», — тихо сказал второй рейнджер, «но жирафа на дереве вижу впервые». Они подошли ближе и перестали улыбаться. Дерево было старым и опасным. Несколько дней назад с него уже упали крупные ветви, и администрация собиралась разгрузить крону, чтобы ствол не рухнул. Теперь же на нем находился огромный дополнительный вес. Если дерево не выдержит, животное могло разбиться, а рядом могли пострадать и люди. Рейнджеры попытались понять, как жираф вообще оказался наверху. В заповеднике жило всего несколько жирафов, и каждого сотрудники знали по пятнам, росту и повадкам. Но это животное не походило ни на одного из них. Его рисунок был странно ровным, движения слишком резкими, а взгляд будто стеклянным. Впрочем, на расстоянии и под густой листвой сложно было делать выводы. Томпсон первым осмотрел землю вокруг дерева. Влажная почва была испещрена следами. Там были отпечатки ботинок, причем не одной пары, следы собачьих лап, примятая трава и несколько глубоких полос, будто кто-то тащил тяжелое оборудование. Сначала все выглядело как следы браконьеров. Казалось, группа людей с собаками загнала животное к дереву, напугала его, а потом что-то пошло не по плану. Но чем дольше рейнджеры рассматривали место, тем меньше эта версия их устраивала. Следов было слишком много, словно здесь прошла целая команда из 10 или 15 человек. Остаться незамеченными в охраняемом заповеднике они бы почти не смогли. Кроме того, охотникам не было смысла загонять жирафа на дерево. Если у них было оружие, животное наверху становилось легкой мишенью, а если оружия не было, зачем им рисковать и тащить сюда собак? Ситуация становилась все более нелепой и тревожной. Рейнджеры связались с центральным постом и приказали временно закрыть ближайшие маршруты. Посетителей нужно было отвезти подальше, а слухи остановить до того, как кто-нибудь успеет снять происходящее на телефон. Если новость о жирафе на дереве попадет в сеть, заповедник накроет волна журналистов, блогеров и любопытных. А это могло помешать спасению и напугать других животных. Когда периметр был закрыт, команда сосредоточилась на главном – как снять жирафа. Приманка не помогла, ему предлагали свежие ветки, воду, фрукты, но он не реагировал. Он только крепче прижимался к стволу и смотрел в одну сторону леса. Спиливать дерево было нельзя, падение убило бы животное. Поднимать лестницы тоже было опасно. Любое резкое движение могло сорвать жирафа вниз. После долгого обсуждения решили вызвать вертолет с подъемным оборудованием. Пока помощь была в пути, рейнджеры оставались на земле и наблюдали. Прошел час, потом второй. Жираф почти не двигался. И вдруг все изменилось. На опушке между деревьями появилась фигура человека. Он стоял неподвижно, почти полностью скрытый тенью. Рейнджеры заметили его не сразу, но жираф отреагировал мгновенно. Он поднял голову, насторожил уши и повернулся в сторону незнакомца. Казалось, животное узнало его. А потом произошло невозможное. Жираф начал спускаться. Он двигался неуклюже, цепляясь ногами за ветви, соскальзывая и снова выравниваясь. Рейнджеры затаили дыхание, ожидая падения. Но жираф, будто ведомый невидимым сигналом, медленно добрался до нижних веток, затем спрыгнул на землю, подняв облако пыли. На секунду он пошатнулся, но тут же бросился к человеку на опушке.
«За ним!» — крикнул Томпсон. Фигура резко развернулась и исчезла в лесу. Жираф побежал следом, а рейнджеры бросились за ними. Длинные ноги животного мелькали между деревьями с удивительной ловкостью. Он двигался быстрее, чем ожидали люди, и вскоре скрылся за густыми зарослями. Рации затрещали. Команда пыталась координировать преследование, но лес становился все плотнее, а видимость хуже. Через несколько минут и жираф, и человек пропали из виду. Рейнджеры остановились, прислушиваясь. Вокруг слышались только птицы, шелест листвы и далекий гул приближающегося вертолета. Томпсон понял, что погоня вслепую ничего не даст. Нужно было думать. Команда разделилась и начала прочесывать местность веером. Теперь их интересовал не только жираф, но и человек, который явно был связан с происходящим. Следы выводили глубже в дикую часть заповедника, куда туристы не ходили. На земле попадались отпечатки ботинок, обломанные ветки и странные кусочки черного пластика. Кто-то явно готовился к этой операции заранее. На небольшой поляне рейнджеры наконец заметили мужчину. Он сидел на корточках и что-то искал в траве. Услышав хруст веток, он резко поднял голову. В его глазах промелькнул страх. Рейнджеры окружили его, приказывая не двигаться. Сначала он поднял руки, будто собирался сдаться, но затем внезапно рванул в сторону. Далеко уйти не успел. Двое рейнджеров повалили его на землю после короткой борьбы. Мужчина был хорошо одет. Слишком аккуратно для человека, который якобы случайно оказался в глухой части заповедника. На его ботинках была свежая грязь, а в кармане нашли небольшой передатчик. Он молчал. На вопросы о имени, цели и связи с жирафом не отвечал, только отводил глаза. Его отвели к машине и доставили на пост охраны. Там допрос продолжился, но мужчина упорно твердил, что просто заблудился. Томпсон ему не верил. Ни один заблудившийся турист не носит с собой передатчик. Ни один случайный человек не появляется именно в тот момент, когда жираф, просидевший несколько часов на дереве, вдруг оживает и бежит за ним. Тем временем вертолет поднялся над лесом и начал поиск с воздуха. Пилот передавал координаты наземным группам. Спустя несколько минут он сообщил странную новость. Жирафа заметили на старой технической дороге. Животное двигалось не хаотично, а словно преследовало конкретную цель. Впереди между деревьями стоял грузовик. Когда жираф приблизился к машине, он начал кружить вокруг нее. С воздуха казалось, будто он взаимодействует с грузовиком, почти как дрессированное животное. Потом машина резко тронулась с места. Жираф побежал следом. Рейнджеры связались с полицией. Сначала офицеры отнеслись к сообщению с недоверием. Жираф, дерево, тайный человек, грузовик — все звучало как неудачная шутка. Но координаты были точными, а ситуация угрожала безопасности заповедника. Несколько патрульных машин выдвинулись навстречу. Началась странная погоня. Вертолет держался выше, передавая маршрут. На земле рейнджеры и полиция перекрывали дороги. Грузовик мчался по пыльной служебной трассе, резко вилял, едва не врезался в ограждение и пытался уйти к старому выезду. Но кольцо сжималось. В конце концов, полицейские машины перегородили путь, и водитель был вынужден остановиться. Он вышел с поднятыми руками. На лице у него было не удивление, а усталое раздражение, будто он понимал, что все провалилось. Его быстро задержали. Но главное ждало внутри грузовика. Когда рейнджеры открыли задний отсек, они замерли. Там лежал жираф. Тот самый, которого они видели на дереве и потом преследовали по лесу. Он был неподвижен, с неестественно согнутыми ногами и длинной шеей, прижатой к полу. На первый взгляд казалось, что животное погибло, но через секунду Томпсон заметил странную деталь. Кожа была слишком ровной, пятна почти одинаковыми, а возле сустава торчал тонкий провод. Он наклонился ближе и увидел под разошедшимся швом металлический каркас. «Это не жираф», — произнес он. Под реалистичной оболочкой находились механизмы, провода, миниатюрные моторы и камеры.
Существо, которое весь день принимали за живое животное, оказалось роботом. Невероятно дорогим, удивительно точным, созданным так, чтобы издалека его приняли за настоящего жирафа. Открытие ошеломило всех. Объяснение, которое казалось невозможным, вдруг стало единственным логичным. Именно поэтому жираф не совпадал ни с одним животным в парке. Именно поэтому он странно двигался, не реагировал на еду и мог оказаться там, где настоящий жираф никогда бы не оказался. Его не загнали на дерево, его туда поместили или загнали с помощью управления. А человек на опушке, вероятно, подал сигнал, заставивший робота спуститься. На посту охраны двоих задержанных посадили друг напротив друга. Мужчина из леса больше не выглядел уверенным. Водитель грузовика нервно стучал пальцами по столу. Когда им показали фотографии найденного робота, молчание, наконец, треснуло. Они признались. Все оказалось частью незаконной съемки фильма. Группа независимых кинематографистов решила снять эффектную сцену в настоящем заповеднике, не получая разрешений. Им нужен был дикий фон, реальные пейзажи и ощущение документальности. Чтобы не работать с настоящим животным, они заказали роботизированного жирафа, дорогую аниматронную модель с дистанционным управлением, камерами и гибкими механизмами. По задумке сцены робот должен был появиться среди деревьев, забраться на наклоненную акацию и затем сбежать к грузовику. Но план сорвался. Механизм заклинило на дереве. Команда запаниковала и разбежалась, надеясь забрать робота позже. Один человек остался поблизости, чтобы следить за ситуацией и попытаться вернуть управление. Когда он появился на опушке, сигнал восстановился, и робот начал спуск. Поэтому жираф и отреагировал на него так странно. Чем больше рейнджеры узнавали, тем сильнее злились. Съемочная группа не просто проникла в охраняемую зону. Они прятали оборудование, оставляли следы, использовали дроны, нарушали покой животных и могли спровоцировать настоящую катастрофу. Если бы дерево рухнуло, кто-то из сотрудников мог погибнуть. Если бы робот напугал стадо или хищников, последствия были бы непредсказуемыми. На территории вскоре нашли тайники с камерами, аккумуляторами, кабелями, костюмами и реквизитом. Некоторые устройства были закреплены на деревьях рядом с гнездами птиц. В другом месте обнаружили следы проезда тяжелой техники, повредившей молодые растения. То, что создатели фильма называли «искусством», для заповедника оказалось вторжением и угрозой. Полиция оформила обвинение: незаконное проникновение, нарушение природоохранного режима, использование запрещенного оборудования, создание опасности для сотрудников и диких животных. Проект немедленно закрыли. Инвесторы отказались от участия, а вся техника была изъята как вещественные доказательства. Роботизированного жирафа увезли на склад полиции, где он выглядел уже не чудом технологий, а дорогим доказательством человеческой самонадеянности. Когда история все же просочилась в СМИ, заповедник оказался в центре внимания. Заголовки были громкими. Рейнджеры спасали жирафа, который оказался роботом. Незаконная съемка сорвала работу заповедника. Технологии против природы. Сначала люди смеялись, но вскоре обсуждение стало серьезнее. Многие поняли, что за абсурдной картинкой скрывалась реальная опасность. Администрация заповедника пересмотрела систему безопасности. На служебных дорогах установили дополнительные камеры, усилили патрулирование, ввели строгий контроль дронов и обновили правила доступа для научных и съемочных групп. Теперь любое оборудование должно было проходить проверку, а нарушителям грозили крупные штрафы. Вечером, когда шум наконец стих, Томпсон вернулся к старой акации. Дерево все еще стояло, хотя на коре остались следы странного дня. Он поднял с земли маленький кусок искусственной кожи с пятнистым рисунком и долго смотрел на него. Все началось как загадка, потом стало спасательной операцией, затем погоней, а закончилось разоблачением.
Он подумал о том, что дикая природа и без того каждый день сталкивается с настоящими угрозами – браконьерами, пожарами, засухой, человеческой жадностью. И теперь к этому добавились люди, готовые ради эффектного кадра превратить заповедник в тайную съемочную площадку. Для рейнджеров этот день стал уроком. Иногда опасность приходит не с ружьем и не с ловушкой. Иногда она приходит с камерой, сценарием и уверенностью, что ради красивой картинки можно нарушить любые правила. А старое дерево еще долго оставалось напоминанием о самом странном происшествии в истории парка. Дне, когда все думали, что спасают жирафа, а на самом деле спасали заповедник от человеческой безответственности.